Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Всех приветствую на своем канале. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать очень интересный узор крючком. Этот узор двуцветный, вот такая вот филейная сетка. Вяжется, в принципе, очень, как бы несложно. То есть я попытаюсь в данном видеоуроке объяснить, как вязать данный узорчик. Смотрите, где можно его применить. То есть очень красиво, например, связать таким узором плед. Вот, смотрите, одна сторона, другая сторона узора. Например, одежда, сумки, подушки. То есть применить его можно много где. В данном видеоуроке вязать его, данный узор я буду из полиэфирного шнурочка Карамель Бэби 2 миллиметра, крючком номер 3,5. Так, заказать такой шнур можно со скидкой 10% по моему промокоду. Ссылку смотрите в описании под данным видео. Итак, можно начинать вязание. Так, смотрите, для данного узора количество петелек должно делиться на 6. То есть должно делиться на 6 плюс 1 петля. Основной цвет у нас будет зелененький, да, и мы набираем, допустим, я наберу 30 воздушных петелек плюс 1 петля. Я набрала 31 петельку. Так, теперь смотрите. Далее мы набираем вместо одного столбика с накидом 3 воздушные петли. Так, то есть мы будем формировать такой квадратик. И 2 петли. Это у нас 2 петельки, они будут находиться между столбиками с накидом. И теперь делаем накид. В 9 петельку провязываем столбик с одним накидом. То есть у нас формируется такой своего рода квадратик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот сюда в 9 петельку. Далее просто делаем такую сеточку. То есть 2 воздушные петли, накид, 2 петельки пропускаем и в 3 провязываем столбик с одним накидом. Две воздушные, 2 пропустили и в 3. Таким образом вяжем до конца ряда вот такую филейную сеточку. Так, вот смотрите, что у нас получилось. Вот такая вот сеточка. Петельку вытягиваем и переходим к другому цвету. Тот цвет, который, то есть вот эта сеточка, которая будет переплетаться. Вот это будет у нас основной цвет зеленый, а вот этот цвет у меня Амаретти. То есть этим цветом мы набираем на 3 воздушные петельки меньше, так как там мы набирали, получается, 30 воздушных петель плюс 1, то есть 31 воздушную петельку. Здесь мы наберем 28 воздушных петель. Итак, набираем цепочку из 28 воздушных петелек. Так, и теперь вот эту вот цепочку мы продеваем вот в нашу вот эту филейную сеточку. То есть таким образом, чтобы вот этот хвостик и вот этот хвостик, они были с одной стороны. Да, то есть, смотрите, просто вот так вот чередуем.
Так, теперь так же, как и там, мы набираем 3 петельки. Это 3 петли, которые заменяют столбик с накидом, и 2 воздушные петли. И отсюда в девятую петельку, но только так, чтобы эта петелька обвила вот эту вот нашу ножку, ну, предыдущего ряда. То есть делаем накид. Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот так вот ее сюда отодвинули. Вот таким образом провязали. Так, смотрите, то есть мы будем чередовать. Один квадратик у нас как бы цепляется за вот эту ножку, обвивает ее. Второй квадратик у нас просто так сзади. То есть он эту ножку не обвивает. 1, 2. И вот сюда. Ну, то есть также 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом. Только смотрите, один квадратик, в нем столбик с накидом предыдущего ряда, следующий квадратик он пустой, то есть они вот так вот чередуются. Сейчас опять 2 воздушные петли, столбик с накидом, 1, 2. То есть видите, здесь мы опять вот этот столбик с накидом предыдущего ряда, вот он у нас оказался в квадратике. Сейчас он будет снова пустой. Накид. Так, 1, 2, 3. Вот таким образом провязываем до конца ряд. То есть чередуем. В одном квадратике будет столбик с накидом предыдущего ряда, другой квадратик у нас пустой. Вяжем до конца ряда. Расскажу, что делать далее. Далее будет как бы все попроще. Вяжите до конца. Так, смотрите, вяжем последний квадратик, то есть предыдущий, он у нас не обвивал ножку предыдущего ряда. Последний, как бы вот он ее закрывает. 2 воздушные петли, столбик с накидом и вот как раз в последнюю петельку. Где у нас тут 1, 2, 3, вот в третью, вот это узелочек у меня. Вытягиваем петельку. Теперь возвращаемся к нашему основному цвету, зеленому. Так. Разворачиваем вязание. Смотрите, вот этот шнурочек и петлю мы откладываем вот так вот вправо. Да, и теперь мы снова набираем 1, 2, 3 воздушные петли, 2 воздушные петельки, которые между филейками, столбик с накидом. И теперь именно вязав зеленым цветом, мы будем чередовать. Один столбик с накидом предыдущего ряда провязываем спереди. Вот видно, что он у нас вырисовывается спереди. Видите, тот столбик, он как бы прячется наполовину, да, а вот этот вырисовывается спереди. То есть вот где видно, что он полностью спереди, вот мы его и провязываем спереди, столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, вот этот провязываем сзади. То есть просто как филейную сетку вяжем в основании столбика с накидом предыдущего ряда. 1, 2. И чередуем. Это именно зеленым цветом. Что касается второго дополнительного цвета, я тоже сейчас на примере покажу. То есть сейчас идем ряд именно зеленым цветом. Вот видите, он тоже, мы его полностью здесь видим. То есть мы его провязываем спереди. 2 воздушные петли. Здесь мы его провязываем сзади, да, то есть если приноровиться, как бы по сути это несложный узор, узор получается очень красивым. С него, ну, вязав таким узором, можно связать прям целый комплект, то есть комплект подушечек, плед, получается очень красиво. Вот так и чередуем, то есть 2 воздушные петли. Вот столбик с накидом зелененький. Видно, он прорисовывается здесь.
провязываем спереди 2 воздушные петли, следующий столбик провязываем сзади. По сути мы их чередуем спереди, сзади, хотя по картинке вот видно, что тут вырисовывается. 2 воздушные, этот спереди, 2 воздушные, этот провязываем сзади. Две воздушные петли, опять же спереди, 2 воздушные петли, и вот здесь мы когда вязали, вот 2 наши воздушные петельки, перегородочки наши, да, и в третью мы делаем столбик с одним накидом. Петельку вытянули, теперь переходим к дополнительному нашему цвету. Так, когда мы будем вязать вот этим дополнительным цветом, да, вот мы тоже разворачиваем наше вязание и провязываем 1, 2, 3. Это имитация столбика с одним накидом и 2 воздушные петли. Столбик с накидом, только здесь все столбики, все, абсолютно все, мы будем провязывать за заднюю стенку. Ну, то есть сзади, да, мы за полную косичку, но то есть все они провязываются сзади. Там мы чередовали, а здесь они все идут вот так вот мы. Две воздушные петли и вот так отгибаем зеленый цвет и все провязываем сзади. Все. То есть идем до конца ряда. Еще раз покажу, как вяжем зеленым цветом. Смотрите, заканчиваем ряд вот этим нашим дополнительным цветом. Опять же, 2 петельки пропускаем и в третью провязываем столбик с одним накидом. Все, петельку вытянули и переходим к основному нашему цвету. Так, вот так вот разворачиваем вязание. Вот этот наш дополнительный шнур с петелькой мы отбрасываем вправо и набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 2 петельки, накид. Так, и тут мы снова видим, что вот этот столбик, он наполовину скрыт. То есть мы его провязываем сзади. Так, опять же, это только зеленый основной цвет. Ой, петельку спрячу. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. Здесь мы видим, как у нас прорисовываются все наши столбики. То есть и вот эту полосочку мы продолжаем прорисовывать. То есть здесь столбик с накидом мы провязываем спереди. 2 воздушные петли. Следующий мы снова провязываем сзади. То есть они чередуются, но и они на картинке хорошо просматриваются. Продолжаем до конца ряда. И еще раз покажу дополнительный, как мы вяжем дополнительным цветом. И далее будете вязать самостоятельно. Так, зеленым цветом провязали. Вернулись снова к нашему цвету Амаретти. То есть это наш дополнительный цвет. Разворачиваем вязание. Вот это у нас лицо. То есть мы постоянно как бы разворачиваем. Провязываем 1, 2, 3 воздушные петли, имитация столбика с накидом, 2 воздушные петельки, это между столбиками. И опять же повторяю, что дополнительный цвет мы вяжем только вот так вот, отворачивая наш зеленый цвет, они все столбики вяжутся именно сзади, не чередуя, так как мы чередовали, когда мы вяжем зеленым цветом спереди, сзади, а они все провязываются вот так вот. Мы отворачиваем зеленый наш цвет, вот это зеленое полотно, и все столбики провязываем именно сзади. 1, 2. Вот и вся суть, как вяжется этот узор. То есть далее вяжите самостоятельно. Я свяжу небольшой образец и покажу, что у меня получилось. Вот какой получается образец у меня. То есть этот образец связан из полиэфирного шнура. Вот как он выглядит. То есть достойно.
Смотрите, одна сторона, другая сторона. Так, а вот этот образец я уже говорила. Вязала его я из пряжи Yarnart Jeans, где 50% хлопок, 50% полиакрил. Так, как я уже и говорила, применить этот узор можно много где. То есть это, ну, я называла. Больше всего мне, конечно, хотелось бы связать таким узором. Это наволочки для подушечек и плед. Был бы очень красивый комплект. Поэтому, если вам понравился мой мастер-класс по вязанию вот такого интересного узора, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!